Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события у нас на рынке грядут, что нам ожидать и какое влияние все это окажет на российский фондовый рынок на открытии. Так, но российские новости, они не излучают оптимизм. Правительство сокращает расходы, сокращает ФСБ. Выделяемые деньги не доходят по большей части. То есть это получается увеличиваются издержки бюджета, издержки системы. Дополнительный фактор для того, чтобы рубль девальвировать. Так, ну в Америке там без изменений продолжается борьба не на жизнь, а на смерть касательно американских выборов. Вот появились новые негативные данные по поводу испытания вакцины AstraZeneca. В общем-то, один из лидеров разработки вакцины от коронавируса. Там у них возник какой-то сбой. Ну как, вполне может быть, что это просто раздуто. То есть там произошел случай, когда некорректно эта вакцина работает, и поэтому они немножко приостановили испытания. Вот, в целом, это вполне естественный процесс при испытании вакцин, когда там заболевает подопытный или когда получаются какие-то отрицательные результаты. Ничего здесь страшного нету, но с учетом того, как это может быть преподнесено общественности и фондовым рынкам, это может вызвать корректировку очень сильную, ее продолжение и, возможно, даже обвал. Ну, здесь чисто эмоциональный фактор. Хотя, с моей точки зрения, все эти вакцины, как они их делают, это, ну, я думаю, ничего в этом толкового нету, потому как за полгода, за год вакцины не делают. То есть там сам цикл испытаний по себе, он занимает несколько лет. И то, что они там на коленке наклепают, ну не знаю, дай бог, чтобы оно действительно предотвращало заболевание и не имело серьезных побочных действий. Потому как этот процесс очень длительный, очень ответственный. И то, как сейчас это все нагоняют и пытаются побыстрее решить вопрос, с моей точки зрения, это создает очень большие риски для тех людей, которые будут эти препараты использовать. Ведь, как говорит Уоррен Баффет, для того, чтобы родить ребенка, в любом случае потребуется 9 месяцев. Даже если вы возьмете 9 женщин, за месяц вы ребенка не родите. Так, ну и вот AstraZeneca создала новый риск. Ну, точнее, нельзя сказать, что она создала новый риск. Те люди, которые эту новость преподнесли, в том виде, в котором преподнесли, это создает новый риск для корректировки, для обвала фондовых рынков. Наверное, так говорить более правильно. Так, давайте экономический календарик посмотрим. По Китаю вышла статистика, которая и ожидали, и потребительские цены, и цены производителей. Здесь ничего такого, никаких нюансов нету. Далее, в час 13:19 российский ВВП. Ну, я не уверен, что эта статистика, она как-то сейчас повлияет, потому как все прекрасно знают, что она может не отображать действительность. И причем не отображение действительности у России и Китая, она, в общем-то, существенно выше, по мнению многих экспертов, чем у западных стран. Так, далее, 15:00. Вот это важная информация, краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Ну, вот здесь наверняка будет влияние на рынок нефти, газа. Не могу пока предположить, как это будет. Вот, посмотрим, что они озвучат. Ну, по логике вещей, если рынок падает, то прогноз должен быть хорошим и остановить падение. Так, далее, что у нас? Далее, 17:00, число открытых вакансий на рынке труда США. Вот здесь тоже будет волатильно и давление на рынок. И далее, 17:30, данные по поводу нефти. Ну, посмотрим, как это повлияет на рынок. Здесь они почему-то идут с двумя звездочками. Вот. Но мне кажется, что, ну, в общем-то, по нефти тренд должен либо развернуться, либо усугубить свое падение. Здесь на текущих значениях, я думаю, особо долго не проторгуется. Так, друзья, дальше давайте позиции по фьючам посмотрим. Юрики сделали ставку на то, что доллар будет против рубля расти. А вот по евро-рублю ситуация обратная. Они делают ставку на то, что евро будет к рублю ослабляться. Так, ну и по евро-доллару делают ставку на снижение евро к доллару. Так, ну по нефти, смотрите, делают ставку на то, что сегодня будет отскок. То
то есть порезали шорты, нарастили лонги. Но вы посмотрите, сколько физиков набежало в нефть. Это вообще чудо какое-то. С таким количеством физиков, ну, либо здесь присутствует лицо, которое что-то знает о росте нефти, либо здесь самое время завалить такое количество лонгов и физиков. Так, ну по золоту, скорее всего, боковик. Здесь делают ставку на то, что золото будет проседать. Но сейчас, мне кажется, все-таки золото, оно, наверное, будет находиться в боковике. Ну и по серебру, можно сказать, делают ставку на отскок, на рост, потому что шортов срезали больше, чем лонгов. Так, ну вот фьючерсы на Сбербанк. Здесь, скорее всего, будет боковичок, консолидация, потому что тош на тош минус 1300 на минус 1000. Так, ну и фьючерс РТС. Здесь у Юриков четкая ставка на падение фьючерса сегодня, продолжение. Так, друзья, ну вот Китай, дневной таймфрейм CSI 300. Продолжает он снижение. Причем вообще просто все сыпется к черту. Ну, что я могу сказать? Вот пока мы этот диапазон не пробили, ужас не наступил. Хотя как бы все основания есть, что это движение, оно, в общем-то, завершится ударом в 4500 и пробой диапазон 4470-4500. Вот как только пробой наступит, то здесь будет очень весело. Так, ну и доллар-юань. Остановилось укрепление юаня, и сейчас начинается попытка разворота и роста доллара к юаню. То есть как только у Китая начинаются проблемы, сразу юань начинает волшебным образом ослабляться. Так, друзья, далее американский рынок. Это фьючерс на SFD, на фьючерс S&P. Но вот видим с утра, несмотря на плохие вести от AstraZeneca о том, что там приостановлено испытание вакцины, S&P пытается отскочить и восстановиться. Но это на самом деле очень важный момент, потому что потестили 3300, если его пробьют и здесь пойдет закрепление, то все это дело сыпанется и уже будем лететь на 3000, а потом на 2800. Так, друзья, далее индекс доллара. Ну смотрите, здесь у нас вчера пробили вот этот вот уровень 93.47. С учетом вот всей этой формации, всего расколбаса, который был, здесь разворотная формация. И, соответственно, закрепление на этом уровне и дальнейший пробой 93.9, 94. Это будет четкий сигнал на то, что доллар развернулся, начался риск-офф, спасайте всех, кто может. Вот, уже сейчас вот это движение, оно не очень хорошо для фондовых рынков. Вот, но если здесь произойдет закрепление и дальнейшее движение наверх, то рынки, скорее всего, начнут складываться и очень быстро. Сегодня, возможно, будет закрытие под вот этой линией, но пока не будет устойчивого пробития назад и ухода в этот диапазон, то, скорее всего, здесь у нас произошел разворот, который по факту подтверждения закрепления будет указывать на то, что изменилась текущая парадигма фондового рынка. Начался риск-офф. Так, друзья, далее нефть Brent, 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, сильный уровень, вся игра идет вокруг этого сильного уровня 39.62. Вот, сказать, что он пробит, пока нельзя. Был прокол, потом попытались отскочить. Сейчас идет движение вокруг этого уровня. Вот можно будет сказать, что он пробит и сейчас все улетит в пропасть. В том случае, если сейчас будет взят локальный минимум, вот это 39,3, и это произойдет на объеме. Вот в этой ситуации, скорее всего, развернется действительно дальнейшее снижение. И отсюда уже пойдет движение по направлению 35-36 диапазона. Пока что он удерживается, идет проторговка вокруг уровня, и сказать, что ужас, все пропало, ну, как бы, исходя из вот этого движения нельзя, а исходя из того, как это произошло, движение с вершины и какая там формация, то вполне можно предположить, что нефть начала сыпаться. По недельному таймфрейму у нас четкая разворотная формация свечная с подтверждением. И вот эта свечная формация, она должна привести сначала вот в этот диапазон на 35, и потом отсюда, в общем-то, для того, чтобы закрыть вот всю эту траекторию движения, нужно вернуться на красную линию 31, точнее диапазон 27-31, вот сюда, вот в этот формат.
Так, друзья, далее рубль-доллар. Но здесь, понятное дело, идет растущий тренд для доллара. Давайте посмотрим, что тут у нас на утро намечается. Так, ну сейчас на открытии важный будет следующий момент. Но, скорее всего, здесь сразу пойдет рост. То есть пробитие 76,5, 76,6 и уход на 77, 77,5. Вероятность такого процесса достаточно большая. Но сегодня аукцион ОФЗ, это раз. И во-вторых, ну, могут просто высадить. Могут высадить, потому что все делают ставку на рост доллара. И, соответственно, когда вот ну, такое есть абсолютное убеждение большинства, в этих ситуациях часто это большинство наказывают и ломают об колено. Вот, поэтому, если говорить о внутридневных каких-то движениях, то я бы так сказал, если на открытии будет пробой 76.15, 76.1, у нас высока вероятность будет того, что произойдет откат на 75-75 и возможно даже на 75,3. То есть если сейчас вот пробитие этого уровня происходит, могут сделать короткий задерг сюда и сюда, потому что очень много юр и физлиц сделали ставку на рост доллара. Для того, чтобы, то есть нету такой цели, чтобы актив рос, есть цель заработать. Для того, чтобы заработать, те игроки, которые, они, в общем-то, оказывают существенное влияние на рынок, будут делать такие действия, которые вытягивают деньги у остальной части. То есть поэтому здесь высока вероятность того, что вот в случае пробития этого диапазона сейчас разовьется хотя бы задерг. Да, тренд смотрит наверх. И в том случае, если на открытии будет пробой 76.41, 76.5, то скорее всего сразу будет пробит вот этот хай 76.6 и пойдет движение на 77. Но при этом вполне может быть пробитие и задерг вот сюда вот. Поэтому здесь лучше ориентироваться на то, как будет происходить движение. И потом, опять же, на текущих значениях нефти, если нет разворота, даже если произойдет задерг сюда или сюда, это будет временное движение, которое в идеале используют для набора долларов, которые потом повыше выгружать. Так, евро-рубль. Но здесь у нас с одной стороны разворотная формация, с другой стороны растущий тренд и рост на все время увеличивающемся объеме. Так, что касается открытия. Вот у нас здесь есть важный диапазон 89.74, 89.7. Если на открытии будет задерг и пойдет устойчивое пробитие этого диапазона, то отсюда сразу возникает движение на 89.45. Вот сюда вот. Рост бесконечно невозможен, нужно выпустить пар, набрать позиции. Вот. Но в том случае, если на открытии мы сразу пробиваем 90, и это идет на объеме, то скорее всего будет очень быстрое тестирование 90-26 и закрепление над этим значением с целью ухода на 92. И потом, как предсказал один чиновник, движение по направлению к соточке. Но соточка это будет не сегодня, но вот после 20 сентября вероятность соточки резко возрастает. Все, друзья, основные моменты, основные события. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.